Добрый день. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 12 августа 2026 года. Мы с вами будем говорить о вещах тяжелых, но необходимых. Это вещи, которые называются «человеческие потери в войне», которая началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сегодняшнего дня. Мы разберем гражданские и военные потери отдельно по Украине и по России. Сравним период администрации Джо Байдена и период, начавшийся после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Также мы подробно разберем, почему в 2025 и 2026 годах гражданские потери в Украине снова выросли. Все цифры, которые я буду приводить, взяты из открытых источников, отчетов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, оценок Центра стратегических и международных исследований, совместных подсчетов Медиазона и BBC, данных британской разведки и ряда других независимых проектов. Полной точности здесь нет, война цифры скрывает, но порядок величин и главные тенденции видны достаточно ясно. На протяжении всего ролика я буду опираться на графики. И сейчас я вам покажу первый. На экране вы видите 4 панели на одном рисунке. Верхний левый график – это гражданские, убитые в Украине. Верхний правый график – это гражданские, убитые в России. Нижний левый – оценочный тренд военных потерь Украины. Нижний правый – оценочный тренд военных потерь России. Синяя зона на графиках – это период Байдена. Красная зона – период Трампа. Вертикальная черная пунктирная линия – это январь 2025 года, момент смены администрации. Давайте начнем. Начнем с гражданских потерь. По данным ООН, к концу июня 2026 года в Украине верифицировано минимум 16 431 убитый гражданский и 48 613 раненых гражданских. Это подтвержденный минимум. Реальная цифра выше, особенно в оккупированных районах и непосредственно в зоне боевых действий. Посмотрите на верхний левый график. Пик марта 2022 года более 4300 убитых за один месяц. Это были первые недели полномасштабного вторжения. Потом цифры резко пошли вниз. 2023 год около 1970 убитых. 2024 год около 2090. В 2025 году снова рост.
примерно 2520 убитых. В первом полугодии 2026 года мы видим снова рост. 1400 убитых. Это на 37% больше, чем за то же полугодие 2025 года. 2025 год стал самым смертоносным для гражданских в Украине после 2022 года. Рост к 2024 году составил 31% по сумме убитых и раненых. Теперь смотрим на верхний правый график. Это гражданские потери России. Масштаб здесь совершенно другой. Здесь речь идет о десятках, максимум о сотнях человек в год. Независимые подсчеты Conflict Intelligence Team и других проектов показывают, что за весь период войны на территории России погибло несколько сотен гражданских. В 2025-2026 годах их число заметно выросло из-за украинских ударов дронами и ракетами. Но в абсолютных значениях это число остается сравнительно небольшим. Соотношение гражданских потерь Украины и России минимум 15-25 к 1. То есть в 25 раз больше потери гражданских в Украине, чем в России. А по некоторым оценкам это соотношение еще выше. Говорит ли эта цифра о том, что украинцы воюют чище? Теперь перейдем к военным потерям. И здесь вот картина зеркальная. Посмотрите на нижние два графика. Российская линия заметно выше украинской на всем протяжении. По оценке CSIS на середину 2026 года Россия могла потерять до 450 тысяч убитыми военных. Общие потери – убитые, раненые, пропавшие без вести – около 1,4 миллиона. В Украине 125-150 тысяч убитых военных и 525-625 тысяч общих потерь военных. Медиазона и BBC подтвердили поименно уже более 230 тысяч российских военнослужащих. Их оценка по реестру наследственных дел на конец 2025 года около 352 тысяч убитых военных. Британская JCHQ в мае 2026 года говорила о почти 500 тысячах российских военнослужащих, погибших с начала войны. Украинская сторона своих потерь почти не раскрывает. Президент Зеленский в разное время 2026 года называл цифры от 50 до 55 тысяч убитых. Западные оценки значительно выше.
Таким образом, соотношение военных потерь на протяжении большей части войны держалось в районе 2 к 1, 3 к 1. То есть Россия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина. В первой половине 2026 года, по данным CSIS, это соотношение выросло почти до 8 к 1. Главная причина – массированное применение Украиной дронов, в том числе с элементами искусственного интеллекта, и переход к жесткой позиционной обороне. А теперь я покажу вам второй график, на котором данные будут приведены в едином масштабе, чтобы было легче сравнивать стороны. Верхняя часть, верхний график – это гражданские потери Украины и России в одном масштабе. Синие столбики – Украина, красная – Россия. Разница колоссальная. Как я уже говорил, это до 25 к 1. Нижняя часть, нижний график – это военные потери на одном масштабе. Красная линия – Россия, синяя – Украина. Здесь уже Россия значительно выше. Синяя зона обозначает период Байдена, красная – период Трампа. Будем сравнивать эти два периода подробно. Период Байдена – это почти 3 года войны, с февраля 2022 по январь 2025. На этот период пришлась основная масса военных потерь обеих сторон. Гражданские потери имели резкий пик в 2022 году, затем снизились и относительно стабилизировались в 2023-2024 годах. Период Трампа начинается с января 2025 года. Военные потери продолжают расти высокими темпами, особенно российские. Гражданские потери в Украине снова пошли вверх. В 2025 году гражданские потери выросли на 31% по сравнению с 2024 годом. В первом полугодии 2026 года рост составил еще 37% к аналогичному периоду предыдущего года. То есть рост есть. Это рост гражданских потерь, и он устойчивый, но это не кратное увеличение в 2-3 раза, а примерно в 1,3-1,4 раза относительно более спокойных 2023-2024 годов. При этом абсолютные цифры все еще ниже пика первого года войны. Теперь, почему именно выросли гражданские потери в период Трампа? ООН в своих отчетах указывает несколько конкретных причин. Первое и главное – это резкое увеличение применения Россией дальнобойного оружия. Крылатые ракеты, баллистические ракеты и дроны камикадзе. В 2025 году именно они стали причиной
35% всех гражданских потерь. Рост по этому виду оружия составил 65-66% к 2024 году. Удары стали регулярными, массированными, ночными и охватывают практически всю территорию Украины, включая западные области, которые раньше считались относительно безопасными. Вторая причина – взрывной рост применения короткодальних FPV-дронов непосредственно на линии фронта. Потери от них выросли более чем в 2 раза – на 120-121%. Гражданские в прифронтовых селах и небольших городах оказались практически беззащитными. Дроны работают даже по отдельным людям, которые выходят за продуктами, пытаются эвакуироваться или просто находятся во дворе. Третья причина – продолжающиеся и даже усилившиеся систематические удары по энергетической инфраструктуре. Это создает дополнительные риски. Зимой люди остаются без тепла и света. Эвакуация затруднена, больницы работают в условиях перебоев с электричеством. Четвертая причина, о которой говорят и украинские, и западные источники – периодический дефицит современных средств противовоздушной обороны, особенно перехватчиков для баллистических ракет. Когда таких перехватчиков не хватает, эффективность защиты городов снижается, и гражданские потери растут. Все эти факторы наложились друг на друга в 2025-2026 годах и дали устойчивый рост. С точки зрения международного гуманитарного права здесь возникает несколько серьезных вопросов. Первый – принцип различия. Когда удары наносятся по городам далеко от линии фронта, особенно по жилым кварталам и объектам энергетики, возникает вопрос, насколько тщательно проводится различие между военными и гражданскими объектами. Второй – принцип соразмерности. Даже если удар направлен на военный объект, ожидаемые гражданские потери не должны быть чрезмерными по отношению к конкретному военному преимуществу. Третий. Защита гражданских в прифронтовой зоне. Рост потерь от FPV-дронов показывает, что гражданское население все чаще оказывается непосредственно в зоне применения высокоточного, но при этом массового оружия ближнего действия. Асимметрия потерь тоже важна. Военные потери России существенно выше. Гражданские потери, наоборот, существенно выше в Украине. Это классическая картина войны на истощение, в которой одна сторона платит большей кровью солдат, а другая – большей кровью мирного населения. Сравнивая периоды Байдена и Трампа, мы видим важный факт. Смена администрации в Соединенных Штатах не привела к снижению интенсивности боевых действий и не остановила рост гражданских потерь.
Напротив, в 2025 и 2026 годах этот показатель пошел вверх. Это не политическая оценка, это констатация цифр, которые публикует ООН. Я не буду делать громких политических выводов. Моя задача как юриста – фиксировать факты. Цифры неполные, они будут уточняться еще долгие годы, но тенденции уже ясны. Гражданские потери в Украине в период Трампа выросли примерно на 30-40% относительно 2024 года и продолжают расти. Главные причины – массированное применение дальнобойных ракет и дронов, а также FPV дронов на фронте. Военные потери России остаются значительно выше украинских. Эти данные нужно знать, их нужно фиксировать. Только опираясь на факты, можно потом говорить об ответственности, о защите прав людей и о том, как минимизировать страдания гражданского населения. Я, юрист Валерий Табаков, считаю важным говорить об этом спокойно, без истерики и без пропаганды. Только так можно сохранить ясность в условиях, когда вокруг очень много шума и очень мало точных цифр. Если этот разбор был для вас полезен, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, какие аспекты вы хотели бы разобрать подробнее в следующих выпусках. Спасибо за внимание. Берегите себя. До новых встреч.